Здравствуйте, дорогие юные коллеги! Сегодня я хочу вам прочесть лекцию по физиологии обучения памяти. Дело в том, что это довольно сложный процесс обучения, процесс закрепления памяти. А в ваших экзаменационных билетах есть несколько вопросов, касающихся этой проблемы. Вот почему я и решил прочитать вам эту лекцию. Давайте начнем с формулировок. Что такое обучение? Обучение – это способность приобретать опыт и формировать поведенческие реакции, которые основываются на этом опыте. Мы приобретаем какой-то опыт, а затем пользуемся этим опытом и воспроизводим те поведенческие реакции, которые закрепились в нашей памяти. А память – это способность запоминать, хранить и извлекать информацию, не теряя при том прежних знаний, сведений и навыков. То, что мы приобрели в течение жизни, все это сохраняется, несмотря на то, что с каждым днем появляются новые какие-то факты, проявляются какие-то новые действия, и все это может закрепляться в нашей памяти. Вот ученые очень часто пользуются терминами энграммы памяти. Что же такое энграмма? Я должен сказать, что в основе памяти лежат многочисленные физические изменения, которые кодируют в мозге воспроизведение прошлого опыта. Эти элементы памяти и названы энграммами, и они отвечают за воспроизведение в мозге картины прошлого, хотя далеко не совершенное это воспроизведение. Многие ученые считают, что энграммы – это усиленные синапсы, передающие сигналы между нервными клетками, то есть между нейронами. Припоминание же заключается в активации этих сигналов, имитирующих оригинальный опыт. Следовательно, энграммы – это усиленные синапсы, передающие сигналы между нервными клетками. Эти сигналы усиливаются, активируются и имитируют наш оригинальный опыт. Давайте посмотрим, какие существуют виды памяти. Прежде всего, двигательная память. Это способность запоминать, воспроизводить систему длительных актов. Ребенок сначала учится переворачиваться, затем ползать, затем ходить. И вот все эти системы запоминаются и воспроизводятся в двигательных актах. Второе – это образная память. Образная память способна воспринимать и воспроизводить образы. Какие? Зрительная память. Но мы видим предметы, они откладываются в нашей памяти, и мы можем воспроизводить эти образы. Слуховая – это память, которая возникает
в результате действия слуховых раздражителей, в частности слов, и опять-таки воспроизводится в процессе возникновения потребностей этих действий. Обонятельная, осязательная память. Осязательная возникает в результате наших прикосновений, давлений, вибраций. Все это связано с осязательной памятью. Обонятельная возникает в результате действия запахов на наши обонятельные рецепторы. И, наконец, вкусовая. Мы помним о той пище, которую принимали, знаем, нравится она нам или не нравится. Третье – это эмоциональное запоминание пережитых чувств и событий. Мы можем вспоминать отрицательные какие-то события, которые плохо повлияют на наше самочувствие, и можем запоминать положительные события. Кстати, я вам должен напомнить, что положительные события, положительные эмоции связаны с левым полушарием, а отрицательная эмоция больше с правым полушарием. И, наконец, вербальная память или словесно-логическая, семантическая, лежащая в основе нашего интеллекта. То есть вы понимаете сами, что благодаря словесно-логической памяти, благодаря словам и развивается наш интеллект. Память в зависимости от типа сохраняемой информации подразделяется на недекларативную, то есть рефлексивную или безотчетную, и декларативную, объяснимую, узнаваемую главным образом при помощи слов. Ну вот, давайте посмотрим, что такое недекларативная память. Это привыкание. Мы привыкли что-то делать, и мы обязательно это делаем, и делаем это неосознанно. Ну, например, вы привыкли в какие-то предложения, в свою речь вставлять слово «как бы». И независимо от вашего сознания вы делаете, вы произносите это слово чуть ли не в каждой фразе. Да вообще, все наши привычки делаются независимо от нашего сознания, и они входят в недекларативную память. Точно так же условный рефлекс. Независимо от нашего сознания он возникает. И, наконец, мастерство. Когда мастер привыкает делать какую-то деталь, он может разговаривать, а руки его сами вытачивают эту деталь. И в основном это опять не декларативная память. А вот особое свойство или предмет недекларативной памяти является импринтинг или запечатление. Что это такое? Это закрепление в памяти врожденных поведенческих актов. Животные и люди обладают генетически закрепленными актами поведения, включающимися после воздействия соответствующего раздражителя. Ну вот, смотрите,
Родился ребенок. Мать его первый раз прикладывает к груди, и ребенок начинает сосать грудь. Вот вам пример импринтинга, врожденного акта, запечатления, генетического запечатления. Запечатление осуществляется в строго определенные периоды жизни. И чаще всего это происходит в детском и подростковом возрасте. Но последствия этого сохраняются на всю жизнь, то есть они необратимы. Вот эти навыки сохраняются на всю жизнь. А что такое декларативная память? Она делится на мгновенную или иконическую память. Это кратковременный сенсорный отпечаток, не зависит от нашей доли. Он промелькнул и исчез. Наступает действие определенного раздражителя, он может возникнуть на короткое время и исчезает. Вот эта мгновенная или иконическая память, она не связана с большим расходом энергии и осуществляется за счет циркуляции импульса по системе замкнутых нейронов. Кратковременная память, продолжающаяся от нескольких секунд и до нескольких минут. Это непосредственная или прямая память. Она тоже не требует существенных затрат энергии, но все-таки при ней происходит целый ряд биохимических реакций, которые заканчиваются появлением так называемых кратковременных белков памяти. Промежуточная долговременная память от нескольких минут до нескольких недель. И, наконец, долговременная память, то есть та память, которая длится годами или даже является пожизненной. Я хочу отметить, что запоминание и извлечение информации из долговременной памяти – это относительно трудная задача, так как она включает в себя массу биохимических реакций, заканчивающихся появлением так называемых долговременных белков памяти. Консолидация или закрепление памяти подразумевает переход кратковременной памяти в долговременную и представляет закрепление полученных знаний. Кратковременная память не требует консолидации. То есть проходит несколько минут, и эта память исчезает. Я могу привести пример. Ну вот представьте себе, вам надо позвонить, вы не знаете телефона, а ваша подруга или друг знает этот телефон. Вам назвали этот номер телефона, вы его набрали, оказалось занято. Через несколько минут вы хотите позвонить, а номер телефона не помните. Снова просите назвать номер телефона. Вот это кратковременная память. Пока вы набирали телефон, вы его помнили, но прошло некоторое время, вы его забыли, консолидации памяти не наступило.
минимальный срок для консолидации 5 или 10 минут. То есть раздражитель должен действовать 5-10 минут для того, чтобы наступила консолидация памяти. А вот для прочной консолидации памяти требуется около часа. После этого срока память закрепляется на долгое время, информация не стирается длительное время. Для очень длительной и прочной консолидации необходимо повторение информации. Вы это прекрасно знаете. Если вы что-то закрепили на практических занятиях или во время лекций, то к экзамену это легко воспроизводится. Вы прочитали только один раз и можете прекрасно ответить на вопрос экзаменатора. А теперь давайте посмотрим, как закрепляется память, как возникает кратковременная и долговременная память, и как передается память из одного полушария в другое полушарие. Вот лучше всего для этого взять зрительные пути. Вы помните, что зрительные пути при действии на левый глаз импульс переходит в правое полушарие и одновременно в левое полушарие. Ну, это хорошо видно на этом слайде. Вот импульс идет в правое полушарие, импульс идет в правое полушарие, но одновременно импульс идет в левое полушарие. А теперь представьте, что мы закрыли глаз правый и вводим информацию в левый глаз. Разумеется, при этом обучаются оба полушария, так как импульс идет в левое и в правое полушарие. Поэтому, если мы заклеим левый глаз, закроем левый глаз, а будем давать раздражитель в правый глаз, то информация будет воспроизводиться. А вот теперь представьте себе, что мы выключили правое полушарие, а для этого выключили синтез белка в правом полушарии. Для этого применяются блокаторы пуромицин, актомицин и другие блокаторы синтеза белка. И даем, вот выключили правое полушарие и даем раздражитель в левый глаз. При этом информация получает только левое полушарие. Информацию при этом получает левое полушарие. Правое полушарие выключено. А теперь давайте заклеим, выключим, пройдет какое-то время, выключим пуромицином, актомицином или другими блокаторами синтеза белка левое полушарие и будем посылать информацию в правое. То есть и попробуем воспроизвести информацию в правом полушарии. Оказывается, правая информация оказалась необученным. Но теперь давайте подождем, когда разблокируется левая информация, и снова дадим раздражитель в правое полушарие. Оказывается, при этом правое полушарие не получило
информацию от левого полушария. То есть в процессе обучения обучаются оба полушария, а вот готовая информация из одного полушария не способна переходить в другое полушарие. Готовая информация не может переходить из одного полушария в другое полушарие. А теперь давайте посмотрим, что же, какие структуры мозга являются хранителями информации. Чаще всего для обучения, для решения вопроса о сохранении памяти мы пользуемся методами условных рефлексов. Действительно, условный рефлекс является проявлением памяти, дается несвойственный для данной реакции раздражитель, а возникает ответная реакция, характерная для специфического раздражителя. Мы даем звонок, подкрепляем его пищей, вырабатывается условный рефлекс, дальше даем звонок, а выделяется слюна, выделяется желудочный сок, то есть организм готов к восприятию пищи. Вот условным рефлексом чаще всего пользуются для изучения хранения, как долго хранится память. И оказалось, что можно удалять различные участки коры, можно удалять значительную часть коры, а условный рефлекс все равно будет сохраняться. Вот этот закон получил закон Павлова-Лешли, так как этим методом одновременно пользовались Павлов и американский ученый Лешли, получил название «Закон действия массы». Оказывается, чем большая часть коры головного мозга разрушена, тем хуже сохраняется память о приобретенных различных навыках. Вот отсюда был сделан вывод, что память хранится в коре головного мозга. Но в памяти не существует центров памяти. За хранение, за воспроизведение информации ответственна вся кора. А вот лобные доли ответственны за кратковременную память главным образом. Лобные доли ответственны и за долговременную память, а височные преимущественно за долговременную память, хотя они также ответственны и за кратковременную память. Вот отсюда был сделан вывод, что кора головного мозга является органом долговременной памяти, но память в коре головного мозга путешествует, поэтому удаление отдельных участков мозга не приводит к полному уничтожению памяти, а память просто хуже сохраняется при этом память. Вот говоря о законах Павлова
лишний, я все-таки хочу сказать о том, что существуют специфические центры, которые связаны с памятью. Ну, например, нейрохирург, американский хирург Пенфилд во время операций на коре головного мозга, а он отдел под местной анестезией, раздражал разные участки коры. Ну, например, зрительную кору в лобных долях, то есть зрительную кору головного мозга в затылочных долях. И что же? При этом оживлялась зрительная память, зрительные образы. Когда раздражалась височная доля, то словесные образы возникали. И особенно словесные, когда человек начинал говорить, связано с раздражением лобных долей, где имеется двигательный центр речи. Поэтому можно говорить, эмоциональная память, больше отрицательная, связана с воспоминанием, когда раздражалось правое полушарие. Когда раздражалось левое полушарие, то больше воспроизводились положительные эмоции, то есть действия, которые были связаны с положительными эмоциями. Поэтому можно говорить, что отдельные центры связаны с различной образной памятью. Но значительную роль в памяти играет гиппокамп. Что делает гиппокамп? Вот гиппокамп связан с кратковременной памятью, но от гиппокампа зависит, переведет ли он кратковременную память в долговременную память. Вот эти процессы перехода кратковременной памяти в долговременной памяти осуществляется совместно с миндалиной. Гиппокамп – это сито. Он пропускает важную для нас информацию в долговременную память. При этом очень важно, какое число импульсов поступает в кору височной доли. Я говорил, что височная доля в большей степени связана с долговременной памятью. Вот если гиппокамп отсутствует, то человек будет 1000 раз повторять одни и те же ошибки и не будет запоминать новую информацию. И я хочу, здесь, по сути дела, перечисляется то, что я вам сказал ранее. Вот гиппокамп, миндалевидная извилина и гиппокамп, вот гиппокамп, и вот он. И гиппокамп переводит кратковременную память в долговременную память. В 1954 году в Америке был удален гиппокамп у пациента по имени Гарри. Обычно вот такая операция проводится в том случае, если больному
если с гиппокампом связаны действия, которые угрожают жизни больного. И обычно гиппокамп удалялся только с одной стороны. Но вот у больного по имени Гарри опухоль захватила гиппокамп и с левой, и с правой стороны. И после этого, и когда больной пришел в сознание, когда его состояние улучшилось настолько, что с ним можно было общаться, получать ответы на вопросы, то оказалось, что этот больной помнит только то, что происходило до удаления гиппокампа, и ничего не запомнил после того, как произошло удаление гиппокампа. Он не мог запомнить номер телефона, он не мог запомнить простую комбинацию слов. Мог каждый день появляться врач, и он каждый день считал, что это новый человек, что он никогда его раньше не видел. Но вот однажды Гарри попросили запомнить цифру 347. Гарри думал 10 минут. И через 10 минут он назвал 347. Врачи были удивлены, потому что раньше комбинацию из 3 чисел Гарри запомнить не мог. Они спросили, как это получилось? Гарри ответил, да это же очень просто. Если 3 прибавить к 4, будет 7. Если от 7 отнять 4, будет 3. Вот и получается 3, 4, 7. Вы подумайте, какие сложные процессы должны были произойти в памяти для того, чтобы Гарри запомнил эту простую комбинацию. Но в запоминании принимает участие не только гиппокамп, в запоминании принимает участие и талямус. Талямус прямо и через другие структуры связан с гиппокампом. Гиппокамп через талямус способствует передаче или консолидации, закреплении кратковременной памяти, перевод ее в долговременную память. Если повреждается дорзомедиальное ядро талямуса, то исчезает возможность запоминания нового словесного материала. То есть только через дорсомедиальное ядро словесный материал из гиппокампа передается в нервные центры, в кору головного мозга, и в частности в центр Брака. Ну вот декларативная память. Давайте посмотрим, как происходит передача, то есть как осуществляется декларативная память и какую роль в этом играет гиппокамп. Вот гиппокамп через парагиппокампальную извилину, гиппокампальная извилина, через эндотериальную кору, вот эндотериальная
эндотелиальная кора, через периринальную кору. Вот периринальная кора. Импульс поступает в кору головного мозга. Это осуществляется через гипоталямус, через талямус и гипоталямус, и откладывается вот в заштрихованном виде в коре головного мозга. И откладывается в заштрихованном виде в коре головного мозга. А теперь давайте посмотрим, какую роль играет лимбическая система в сохранении памяти. Я напомню, что в лимбическую систему входит миндалевидное тело, гиппокамп, талямус, гипоталямус, поясничная извилина, базальные ганглии. Так вот, когда импульс проходит через лимбическую систему, то возникает эмоциональная окраска памяти. Человек помнит не только те или иные события, но и какое впечатление они произвели на него. Благодаря лимбической системе происходит окончательная обработка информации и хранение воспоминаний. Ну вот лимбическая система, все элементы лимбической системы, но я должен сказать, что все они связаны с корой головного мозга. Лобные доли и память. Но вы помните, что в лобных долях находится центр Брака или двигательный центр речи, и потому лобные доли связаны с произнесением слов, фраз. Лобные доли связаны с речевой информацией. И лобные доли ответственны больше за кратковременную, но также и за долговременную память. Они отвечают за поддержание избирательной способности памяти, за предохранение ее от ошибок. Но я вам сказал, что так расположен центр Брака. Он отвечает за воспроизведение памятных событий при помощи слов. При помощи слов. Ну вот лобные доли, вот центр Брака я показываю вам, который отвечает за воспроизведение памяти. Но, опять-таки, теменные доли отвечают за тактильную чувствительность, за тактильную, височные доли, за слуховую память, воспроизведение звуковых. А здесь лобные доли, процессы мышления, лобные доли, управления трудовой деятельностью. Но роль мозжечка. Мозжечок связан с нашими движениями. Поэтому
удаление разных зон мозжечка может ликвидировать не только следы обучений, но и образование новых двигательных рефлексов. То есть обязательно эта память связана с двигательными актами. Разрушение глубинных мозжечковых ядер устраняет следы памяти об обучении движений. То есть, если мозжечковые ядра разрушаются, то мы не можем воспроизводить движение. Ну вот, я рассказал вам о тех структурах, которые принимают участие в формировании памяти. Но я хочу вам напомнить о том, что в коре головного мозга не существует связей между отдельными нервными центрами. Когда я вам читал лекцию об условных рефлексах, то я вам говорил, что взаимосвязь между отдельными нервными центрами в коре головного мозга осуществляется за счет образования временной связи, то есть временная связь проходит через подкорковые центры и через базальные ганглии. Вот, к сожалению, роль базальных ганглиев в формировании памяти пока еще изучена очень плохо. Но я абсолютно убежден, что базальные ганглии играют громадную роль в формировании долговременной памяти, ибо они связывают различные корковые центры между собой, благодаря чему наша память и становится такой образной, благодаря чему память становится длительной, долговременной. А вот теперь давайте разберем, какую роль играют глиальные клетки в воспроизведении, в хранении памяти. Я вам хочу напомнить, а это я вам читал на первых лекциях еще в сентябре, что глиальные клетки возбуждаются, то есть в них потенциалы действия, электрические потенциалы возникают в сотни раз медленнее, чем в нейронах. Но за последние годы обнаружено, что эти потенциалы необходимы для поддержания нормальной деятельности нейронов. Что они делают? Они поддерживают их возбудимость, и тем самым поддерживают их возбудимость, способствуют выделению комедиаторов, благодаря чему проявляется кратковременная, минимальная кратковременная и долговременная память. Но как это происходит? Они влияют на образование новых синапсов и помогают мозгу определить, какие нервные связи должны усиливаться или ослабляться с течением времени. То есть вы видите,
что они влияют на процессы обучения, общения и долговременной памяти. Как это происходит? Да оказывается, что глия выделяет громадное число, очень много пептидных, то есть способствует образованию пептидных и даже белковых молекул, которые действуют, которые оказывают действие на нейроны. Ну вот, смотрите, нейроглия. Прежде всего, нейроглия, вот нейроглия, астроциты, вот астроцит, вот олигодендроцит, вот микроглия. И смотрите, они образуют барьер, вы видите, барьер между нейроном, вот нейрон, я вам его показываю, а вот барьер между нейроном и капилляром. Ну, вы и на гистологии проходили. Вот все эти образования и обеспечивают возбудимость нейронов и способствуют переходу кратковременной памяти в долговременную память. Я хочу сделать небольшой 5-минутный перерыв и продолжу чтение памяти. Итак, давайте познакомимся с механизмами памяти. Сначала поговорим о механизмах минимальной памяти. Минимальная память связана с синаптической передачей, она обусловлена выбросом медиатора. Вот пока медиатор действует, сохраняется и минимальная память. Если вы введете ингибиторы медиатора, то минимальная память не будет воспроизводиться. Чем же объясняется минимальная память? Она может быть объяснена тем, что импульс возбуждения движется по системе замкнутых нейронов, и это свойство получило название реверберационные круги возбуждения. Реверберационные круги возбуждения, которые могут охватывать даже большие зоны мозга и распространяться даже на другое полушарие. Ну вот посмотрите, нейрон действует, импульс, нейрон возбуждается, переходит на дендриты, и дендриты соединяются с другими нейронами, и в конце концов замыкается эта связь, вновь замыкается эта связь вот на этих же нейронах. Эта связь замыкается на том же самом нейроне. Вот эта схема демонстрирует реверберацию
возбуждения в нервной клетке, вы видите, что переходит импульс возбуждения на другие нейроны, и через эти нейроны возвращается вновь на тот нейрон. И вот пока происходит циркуляция этого импульса, сохраняется и минимальная память. А теперь для того, чтобы рассказать, перейти к современной теории памяти, я хочу вам рассказать об опытах американского ученого МакКеннелла, которые легли в основы так называемой химической теории памяти. Что же сделал МакКеннелл? Он взял круглоротых червей, которые носят название планарий. Чем отличаются эти черви от других червей? Да тем, что они являются каннибалами, они могут поедать друг друга. И вот МакКеннелл происходит несколько серий исследований. В одних опытах он помогает избегать светлой полосы. Клетка разделена на темную и светлую полосу. Светлую полосу дается еда, и черви стремятся проникнуть в эту полосу. Но как только они проникают в эту полосу светлую, дается удар электрическим током, и черви таким образом избегают планарий, светлую полосу света. Вот после того, как вырабатываются эти условные рефлексы, МакКеннелл проводит другие опыты. Дело в том, что эти черви легко регенерируют, и при этом регенерируют и хвостовая часть, и головная часть. Так вот, после того, как выработаны эти рефлексы, он разрезает червей наполовину и смотрит, сохранилась ли память в головной части после того, как наступает регенерация, и в хвостовой части. И убеждается, что частично эта память сохранилась и в хвостовой части. Отсюда он делает вывод, что память разбросана у планариев не только в головной части, но и во всем теле. Вот эта память избегания светлой полосы или света при ударе электрического тока. А дальше он берет необученных планариев, разрезает обученных планариев на мелкие части, делает из части порошок или куски прямо оставляет, и планарии необученные съедают своих обученных собратьев или порошок, сделанный из обученных собратьев. И что же при этом происходит? Оказывается, вместе с этим порошком они приобрели память. Правда, эта память выражена
более слабо. Это она более медленная, как выражается МакКоннелл. И из этих опытов он делает вывод, что, по-видимому, в хранении, в процессах обучения принимает участие ДНК и РНК. И закрепляет он эти опыты следующим образом. Он или блокирует с помощью РНКазы образование нового белка, и тогда червей нельзя обучить, или он порошок непосредственно добавляет РНКазу, и тогда опять-таки черви не способны обучаться, приобретать новые навыки. И вот, по его мнению, все это говорит о том, что или РНК, или синтезированный на ее основе белок имеет отношение к памяти. И действительно, в дальнейшем было показано, если верхнюю часть гиппокампа обученной крысы вводили РНКазу, то они вели себя так, как будто их никогда не обучали. То есть память у таких крыс исчезала. Отсюда становится ясно, что РНК действительно необходима для обучения и закрепления памяти. Ну вот я вам показываю планарию, на которой МакКоннелл производил свои опыты. А теперь давайте посмотрим, какие общие биохимические механизмы сопровождают кратковременную и долговременную память. Я уже вам сказал, что буду говорить о химической теории обучения и воспроизведения памяти. Вот после обучения исследовали мозг обученных животных с помощью особых методик. И электронная микроскопия показала, что по мере формирования следов навыка в нейронах мозга увеличивается число мелких весикул, которые содержат повышенную концентрацию ацетилхолина. Ацетилхолин, как вы помните, способствует передаче нервных импульсов, в то время как длительное отсутствие раздражения приводит к тому, что эти микровесикулы исчезают. Вот на основании этих опытов сделан вывод, что ацетилхолин принимает участие и в кратковременной, и в долговременной памяти, так как он способствует усиленному переходу импульса с афферентного на эфферентные или промежуточные нейроны. При этом в синапсе в первую очередь освобождаются комедиаторы. Я хочу вам сказать,
что комедиаторы также возбуждаются под влиянием импульсов, идущих, напоминаю, из глии. Синтезируются специфические для нервной системы белки и пептиды. Смотрите, общие механизмы для кратковременной и долговременной связи. Появляются или активируются специфические протеазы, в том числе протеиназом МЗ, о которой мы будем говорить позже. И вот эти протеиназы изменяют структуру белка в синапсах. Интенсивно в синапсах протекают процессы фосфорилирования и дефосфорилирования, которые регулируют состояние белковых каналов. Особенно сильно они действуют на кальциевые каналы, благодаря чему процесс возбуждения сохраняется различное по длительности время. Если кратковременная память, то, вы знаете, от секунд до нескольких минут. Если длительная память, то длительное время, может и годы. А теперь давайте посмотрим, какие различия биохимических процессов происходят при формировании кратковременной и долговременной памяти. Но прежде всего, кратковременная память блокируется ферментами атеофазы, гипоксией, углекислым газом, то есть веществами, влияющими на состояние рецепторов, синапсов и их взаимодействие между собой и медиаторами. Формирование долговременной памяти препятствуют ингибиторы синтеза белка и РНК, фурамицин, актамицин, циклооксимид и другие. Но я должен сказать, что и при долговременной, и при кратковременной памяти, при кратковременной памяти гораздо меньше, синтезируются новые белки, нуклеиновые кислоты новой структуры. Поэтому это отличие относительное. Просто при кратковременной памяти синтез белков осуществляется на очень короткое время. При долговременной памяти происходит образование новых синапсов, что, по мнению некоторых авторов, не всех, и составляет субстрат долговременной памяти. Вот появление новых, то есть долговременная память сопровождается появлением новых синапсов. И вот все эти реакции осуществляются с помощью так называемых ранних и поздних генов. Что такие гены? Вот эти гены, ранние и поздние гены, ответственны за сохранение, закрепление полученной информации. На их характеристики я остановлюсь позднее, а сейчас скажу, что активация ранних генов уже происходит на этапе кратковременной памяти, на этапе кратковременной
памяти. Но их функция главным образом сводится к регулированию деятельности поздних генов. То есть они включают поздние гены, а вот поздние гены запускают механизмы долговременной памяти. Значит, ранние гены с ранними генами связана кратковременная память, но ранние гены запускают долговременные гены, и тогда формируется долговременная память. Ну, давайте посмотрим немедленные ранние гены и память. Немедленные. Вот ключевым для формирования памяти является запуск экспрессии ранее молчавших генов. Вот если мы возьмем гены, то есть гены, которые находятся в активном состоянии, а есть гены супрессированные, которые молчат, которые не действуют в данный момент. И вот когда действует раздражитель, в гене активируется группа генов, которая основана на механизме уже заранее готовых генов для восприятия сигнала. Вот эти готовые к восприятию новых сигналов генов и получило название немедленных ранних генов. Немедленных ранних генов. Генов, готовых к запуску, к активации, к запуску их деятельности. Всего известно около 100 таких немедленных генов. И в первую очередь это ген СИФОС, АРЦ, ген и другие. Вот. Они являются регуляторами белков, то есть они способствуют запуску поздних генов. Вот что представляет из себя ген СИФОС? Оказывается, вирус остеосаркомы мышей содержит онкоген ФОС, который вызывает остеосаркомы у новорожденных мышей. Вот точно такой же ген есть в нормальных клетках млекопитающих, и он называется клеточный или целлюлярный ФОС. Вот это и есть СИФОС. В клетках нервной системы белок СИФОС служит транскрипционным фактором, контролирующим переход клеток в стадию роста и деления, что и приводит к формированию долговременной памяти. Вот этот ген, его возбуждение приводит к тому, что наступает деление, рост клеток, который, по мнению большинства ученых, нужен для сохранения долговременной памяти. Действительно, если блокируем ген СИФОС, то нарушается долговременная память в различных моделях у животных разных видов. И это говорит о том, что блокада СИФОС нарушает долговременную
Вот здесь написано, но не кратковременно. Я с этим не очень согласен. Кратковременная память тоже при этом блокируется, но об этом поговорим чуть позже. Второй очень важный ген, который необходим для перехода кратковременной памяти в долговременную, ген АРЦ. Ну вот здесь дана его расшифровка. Этот ген требуется для клеточного роста, смотрите, деления, миграции, дифференцировки нервных клеток, то есть тех процессов, которые требуют возникновения долговременной памяти. В нервных клетках этот белок участвует в перестройке цитоскелета нейронов, в процессе формирования синаптической памяти, синаптической связи и памяти. В отличие от гена СИФОС, который выполняет свои функции в ядре, АРЦ-ген перемещается в синапсы, где он воздействует на рецепторы и производит тонкую перестройку возбудимости нейронов. Вот смотрите, ген АРЦ, вот АРЦ-ген, он находится в ядре. Но когда производится обучение, вот обучение здесь производится, но оно производится очень короткое время, меньше 5 минут. Вот он находится, и он не выходит из ядра. А если обучение производится в течение 30 минут, то этот ген выходит из ядра, и уже он действует на рецепторы, и он способствует появлению, то есть синтезу новых белков. Вот теперь давайте, после того, как мы познакомились с этими ранними и поздними генами, посмотрим, как немедленные ранние гены действуют на память. Но немедленные ранние гены вызывают резкий и кратковременный скачок продукции их деятельности, то есть появление матричной РНК и белок, многие из которых стимулируют транскрипцию других генов. И вот, если изучить мозг таких животных, то по матричной РНК, определяя РНК в нейронах, можно идентифицировать ту популяцию нейронов, которая вовлекается в запоминание и хранение памяти. Немедленные ранние гены могут кодировать структурные белки, факторы роста и сигнальные молекулы. Могут кодировать структурные белки, рецепторы, факторы роста, то есть кодировать те рецепторы, которые будут воспринимать подаваемую информацию.
факторы роста, сигнальные молекулы, а факторы роста нужны для размножения нервных клеток, и сигнальные молекулы. Немедленные ранние гены имеют непосредственное отношение к формированию кратковременной памяти. В ее основе лежит временное повышение проводимости в синапсах, связывающих определенные нейроны, и реверберация импульсов, основанная на ряде химических, электрохимических процессов, которые приводят к синапсам, к формированию коротко живущих белков памяти. Еще раз повторю. В синапсах возникает повышенная кратковременная возбудимость. И формируется при этом, возникает ряд химических, электрохимических процессов. При этом вовлекается глия, вовлекаются различные нейроны. И все это приводит к синтезу белков, которые называются краткоживущие белки памяти. Эти белки возникают на короткое время, они моментально разрушаются, и поэтому возникает только кратковременная память. Только кратковременная память. Но, как вы увидите дальше, вот эти гены передают информацию поздним генам, что и связано с формированием долговременной памяти. Ну вот реакция гена АРЦ на обучение. Вот часть генов активируется, происходит в первые минуты обучения, но это обучение очень слабое, и оно происходит в самом ядре, Вот длительное, связанное с обучением, посмотрите, какая экспрессия гена происходит. Если блокировать ген то экспрессия гена, вот красная, не происходит. А если разблокировать ген, то вновь возникает память. Вот. То есть этот ген кодирует синаптический белок, трансформирующийся в дендрида. О чем это говорит? Вот этот белок не только способствует передаче информации на долго живущие гены, но и действует на дендриды, повышая возбудимость дендридов в синапсах. Теперь посмотрим, какую роль играют немедленные поздние гены в формировании памяти. Вот к поздним генам памяти относится нейротрофический фактор мозга. Когда я вам рассказывал о нейропластичности, вспомните
мою вторую лекцию о различии психической деятельности мужчин и женщин, я говорил о нейротрофическом факторе мозга, который влияет на нейропластичность, на перестройку деятельности нервной системы. Вот этот нейротрофический фактор играет важную роль в синаптической пластичности и в возникновении как кратковременной, так и долговременной памяти. Трансдукция сигнала БДН опосредует повышение уровня белков, участвующих в нейрогенезе, а раз участвует в нейрогенезе, то, следовательно, и включение белков, регулирующих биогенез митохондрий, устойчивость клеток к окислительному, метаболическому и протеотоксическому стрессу, а следовательно и имеющих отношение к развитию, обучению и памяти. Давайте посмотрим, как последовательно включаются эти гены. Если длительность и сила происходящих реакций в нейрональной сети малы, то ранние гены не будут включать поздние. Что это значит? Это значит, что будет осуществляться только кратковременная память. Итак, повторяю, если сила и длительность действия раздражителя будет мала, то будут включаться только ранние гены и будет проявляться только кратковременная память. Если порог раздражения по времени и силе будет высок, то ранние гены активируют поздние гены, а поздние гены в основном ответственны за синтез новых белков. Эти белки укрепляют те синапсы, которые участвуют в запоминании, то есть выскочило слово из головы, в запоминании, консолидации информации, усиливая их эффективность, благодаря чему укрепляется память. Эти белки укрепляют те синапсы, которые участвуют в запоминании информации, и таким образом усиливается, укрепляется долгосрочная или долговременная память. Ну вот теперь давайте посмотрим, как это происходит. Вот посмотрите, немедленные ранние гены. Посмотрите, какой всплеск. Но это длится очень короткое время. Действует раздражитель. Вот смотрите, начинает действовать раздражитель. Возникают гены, возникает первая волна белковых синапсов, возникает кратковременная память. Но если действует долго, то возникает вторая волна белкового синапса и активируются поздние гены.
а уже поздние гены связаны с долговременной памятью. Связаны с долговременной памятью. Поздние гены приводят к тому, что образуются новые белки, белки долговременной памяти, и возникает долговременная память. Я вам говорил о том, что формирование долговременной памяти в хранении информации принимают участие различные протеин-киназы, и в том числе протеин-киназа МЗ. Вот она является главной молекулой, отвечающей за хранение долговременной памяти. Эта молекула увеличивает экспрессию рецепторов в синапсе, то есть эффективность этих синапсов. И возникает тогда целый ансамбль нейронов. Одни из них находятся в спящем состоянии, то есть заблокированы, а другие в активном состоянии. Вот эти заблокированные нейроны содержат матричную РНК, несущую информацию для синтеза протеин-киназы МЗ. Вот смотрите, она сама действует на нейроны, и эти нейроны, спящие нейроны, содержат матричную РНК, несущую информацию для синтеза протеин-киназы МЗ. Вот эти спящие нейроны пробуждаются и начинают синтезировать протеин-киназу МЗ, благодаря чему усиливается впечатление и хранение информации. Итак, я думаю, что вы поняли, что возникает циркуляция импульса и что появление матричной синтеза, появление протеин-киназы МЗ ведет к тому, что усиливается синтез этой протеин-киназы. На этапе кратковременной памяти в нейронах происходит каскад биохимических реакций. Молекулы действуют друг на друга и тем самым облегчают и ускоряют происхождение сигналов в различных нейронах. Некоторые молекулы действуют на активацию так называемых ранних генов, в том числе спящих генов. Вот если длительность и сила сигналов достаточно велика, то происходит переход кратковременной памяти в долговременную память. Ранние гены активируют поздние гены, отвечающие за синтез новых белков, которые укрепляют запоминание, которые увеличивают ансамбль нейронов, вовлеченных в запоминание и хранение информации. Длительность сохранения
этих процессов обеспечивает молекула протеинкиназы МЗ, способная воспроизводить себя по принципу обратной положительной связи. Я вам уже сказал, что возникает циркуляция импульсов, которая и приводит к образованию новых молекул протеинкиназы МЗ. Ну вот на этом снимке как раз и видно, как воспроизводится протеинкиназа З. Вот смотрите, ядро, в нем находятся ранние и поздние гены. Сначала активируются ранние гены, которые приводят к выделению протеинкиназы Z. При этом активируются поздние гены, которые усиливают образование белка протеинкиназы Z. И все это приводит к тому, что в конечном итоге усиливается воспроизведение и хранение информации. Усиливает. Еще раз повторю. Ядро, в нем находятся ранние и поздние гены. При действии раздражителя сначала возбуждаются ранние гены, в том числе спящие ранние гены, образуется протеинкиназа Z, это все приводит к возникновению поздних генов памяти, в результате чего образуется новая протеинкиназа Z, то есть воспроизводит протеинкиназа Z саму себя, и тем самым обеспечивается долговременная память. Давайте посмотрим, какие стадии возникают при возникновении долговременной стадии. Различают две фазы. Раннюю фазу индукции, она длится менее часа, но она длится должен раздражитель действует больше, чем 5 минут. Поэтому, особенно хорошо происходит закрепление, если раздражитель действует больше 5 минут, действует в течение часа, приблизительно около часа. Тогда вовлекаются дополнительно поздние гены, и память будет сохраняться долгое время. Боюсь, что не очень хорошо вам объяснил. Итак, фаза индукции, она длится менее часа. Поздняя продолжается несколько часов и больше года. Ранняя долговременная память обусловлена модификацией уже существующих синаптических белков, в основном процессами фосфорилирования и дефосфорилирования. Поздняя же требует белкового синтеза и генетической экспрессии. Итак, ранее связано в основном с биохимическими
процессами в синапсах, в частности, с фосфорилированием и дефосфорилированием, которое происходит в синапсах. Позднее же обязательно требует белкового синапса и генетической экспрессии. Для возникновения долговременной памяти необходим сильный стимул. Этот стимул должен действовать очень долго. При этом высвобождаются различные гормоны и нейромедиаторы, которые через систему вторичных посредников, циклическая АМФ, протеинкиназа А и другие, действуют на ядро, запуская гены. Главным из них это симфоз, а эти гены ответственны за память, благодаря чему в цитоплазме запускается синтез новых белков. Итак, еще раз, для того, чтобы возникла долговременная память, необходимо, чтобы импульс действовал долго. При этом возбуждаются гормоны, нейромедиаторы, комедиаторы, которые через систему вторичных посредников, циклическую АМФ, протеинкиназу А, протеинкиназу Z и другие, действуют на ядро, запускают гены. Главный из них является ген симфоз, ответственных за память, и благодаря этому запускается синтез новых белков. Этот белок из цитоплазмы поступает в ядро, и там вступает во взаимодействие с рецепторными участками ДНК, содержащимися в десятках тысяч генов. Итак, вот этот белок поступает в ядро, там он вступает во взаимодействие с рецепторными участками ДНК, которые содержатся в десятках тысяч генов. И в каждой нервной клетке этот набор в зависимости от ее состояния будет различным, что и определяет бесконечность памяти. Представляете, десятки тысяч клеток, в каждой нервной клетке набор этих генов и ДНК будет различен, от этого будут формироваться различные белки, что и определяет бесконечность нашей памяти. Ну а как возникает пожизненная память? Вот для того, чтобы возникла пожизненная, устойчивая память, но некоторые вещи мы помним в течение всей нашей жизни, и очень много таких вещей мы помним в течение всей нашей жизни. Так вот, необходимо, чтобы при этом
возобновлялся синтез специфических белков, относящихся к специфическим белкам долговременной памяти. Ген, ответственный за синтез белка, может быть заблокирован репрессором. Вот если ген будет заблокирован, то память будет подавляться. А вот если разблокировать этот репрессор, то память будет возобновляться вновь. Как это происходит? Может этот репрессор связываться вновь образованными белками, и тогда синтез этого репрессора прекращается, а белок продолжает образовываться, и память будет сохраняться в течение всей жизни. Ряд ученых считает, что к репрессору, вот к этому гипотетическому репрессору, который блокирует нашу память, в течение жизни могут образовываться антитела. Эти антитела блокируют рецептор, и тогда часть нашей памяти сохраняется на протяжении всей жизни. Я вам сказал, что существуют специфические белки, которые имеют отношение к памяти. Вот одним из таких белков или такими белками, имеющими отношение к памяти, является семейство белков С100. Оно включает в себя 24 небольших белка. Каждый из этих белков имеет различную молекулярную массу, но все они небольшие, и их молекулярная масса не превышает 20 тысяч килодальтон. Вот эти белки связывают ионы кальция, которые исполняют роль внутриклеточных кальциевых сенсоров, а ионы кальция, вот эти каналы кальциевые, как раз и имеют непосредственное отношение к формированию памяти. Связывание ионов кальция приводит к изменению конформации молекулы 100 и регулирует их взаимодействие с молекулами мишенями, к которым относятся ферменты, элементы цитоскелета, рецепторы, транскрипционные факторы и нуклеиновые кислоты. Вот связывание этого белка прекращает формирование долговременной. Что характерно? Связывание семейства белка С100, то есть белок С100 содержится только в клетках нервной системы, то есть в нейронах и глии. Особенно много белка С100 в коре головного мозга, гиппокампе и таламусе.
Если связать этот белок антителами, процесс обучения становится невозможным. Увеличение при обучении уровня белка С100 в нейронах гиппокампа приводит к активации гена семейства С100, С100А1, экспрессирующегося как в глиальных клетках, так и в нейронах гиппокампа и способствующего возникновению долговременной памяти. То есть, когда увеличивается содержание белка С100, то активируются гены семейства С100, белка гена семейства С100, С101А, и он экспрессируется как в глиальных клетках, так и в нейронах гиппокампа, и при этом возникает долговременная память. Как возникает процесс забывания? Ну, во-первых, процесс забывания – это процесс, противоположный запоминанию. Вообще процесс забывания связан с тем, что нам больше не нужна эта информация. Мы больше не пользуемся этой информацией, и поэтому постепенно эта информация забывается, так как она не производится, так как раздражитель не повторяется и не синтезируются новые белки. Забывание бывает полным или частичным, длительным или временным. Чем больше времени проходит с момента получения информации, тем она легче забывается. Забывается то, в чем мы больше не нуждаемся, что мы больше не используем, то есть в чем больше необходимость потребности. Временное забывание объясняет торможение временных связей в ансамблях нейронов, ну помните рециркуляцию нервного импульса, а полное забывание распадом связи и прекращением синтеза белков памяти. Полный процесс забывания протекает неравномерно. Сначала быстро, то есть забывается какая-то часть информации, а потом медленно. И благодаря вот тому, что медленно протекает процесс информации, значительная часть информации может быть пожизненной. Пожилые люди легко воспринимают старые события, но не помнят, что произошло недавно. Это закон Рибо или закон обратного хода памяти, закон ретроградной памяти. Запоминаются, то есть помнят, что произошло в далеком детстве,
но не помнят то, что они ели вчера, или что, о чем они говорили вчера. Ну, это уже довольно серьезное расстройство памяти. Из сознания в подсознание вытесняются травмирующие нас события. Это защитные механизмы. Наконец, забывается то, что не повторяется в течение жизни. Забывается то, что не повторяется в течение жизни. А теперь давайте подведем итоги. Память бывает минимальной, кратковременной, долговременной, в том числе пожизненной. Минимальная память может быть объяснена движением импульса возбуждения по системе замкнутых нейронов. Кратковременная память связана с активацией ранних генов и образованием короткоживущих белков памяти. То есть белки, которые очень быстро распадаются, прекращается действие раздражителя, исчезает эта память. Долговременная память связана с включением поздних генов, активацией ДНК, образованием РНК и с синтезом устойчивых, постоянно возобновляющихся белков памяти. Бесчисленная перестановка аминокислот в белках делает память безграничной. Наша память безгранична, и в белках может быть бесчисленная перестановка, благодаря чему наша память и безгранична. Еще раз я показываю вам этот слайд, который говорит о том, как происходит возникновение долговременной памяти. И на прощание небольшое стихотворение Солоухина о памяти. У памяти моей свои законы. Я рвусь вперед, стремителен маршрут, ее обозы сзади многотонны, скрипя вазы и медленно ползут. Ей все равно, как ветру, что тревожен, проносится над нами в тихий день и всколыхнуть одновременно может бурьян, жасмин, крапиву и сирень. В чем смысл этой памяти? Ну, во-первых, обозы многотонны, ее обозы многотонны, то есть наша память бесконечна, скрипят вазы, то есть достается нам нелегко, возникает масса, множество биохимических реакций. Процесс закрепления и особенно воспроизведения памяти – это довольно сложный биохимический процесс. Скрипят вазы и медленно ползут, прежде чем закрепляется наша память. И закрепляясь, мы можем вспоминать как отрицательное крапива, так и бурьян, так и приятные для нас эмоции жасмин, сирень. Вы видите, как образно Владимир Солоухин рассказал нам о памяти. Благодарю вас за внимание.
хочу сказать, что вы мне можете задавать вопросы по всем прочитанным лекциям. Вы можете эти вопросы отвечать, эти вопросы направлять на сайт кафедры нормальной физиологии. Я выложу их, также отвечу на эти вопросы и выложу их на сайт, как выкладываются эти лекции, и вы сможете с ними познакомиться. Еще раз благодарю за внимание.